Приветствую всех! Сегодня разговор пойдет о шестой руне. Я правда надеюсь на то, что вы слушаете мой рассказ с самого его начала. И это дает мне повод двигаться дальше. Поймите, мой рассказ – это как книга. Я не зря об этом напоминаю уже не первый раз, но слушать мой рассказ о рунах очень важно с самого начала. Первые 13 роликов могут показаться вам нудными, потому что там на самом деле нет на что смотреть. Там можно воткнуть наушники в уши, закрыть глаза и просто слушать. Именно в этом и заключается суть первых 13 роликов. Там я рассказываю о своем ощущении ко всей рунной системе, как будто мы говорим о каком-то человеке, которому я испытываю какие-то чувства. Представьте себе такую ситуацию, что мы стоим за воротами большого города. В том городе живет 24 человека, и у каждого свой характер. И вот перед входом этого города я рассказываю вам о всех этих 24 людях в целом, как к ним нужно относиться. И уже после того, когда я вам рассказал свое отношение к этим людям, я рассказываю вам о каждом человеке в отдельности. Для того, чтобы когда откроются эти ворота, вы в них вошли и вы могли распознать этих 24 человека. Поэтому сегодняшний ролик, можно сказать, 37-я страница моей книги. И в этой странице пойдет рассказ о шестой руне. Сегодня я изменю подход к объяснению рун. И в этом видеоролике вы не услышите ни одного названия руны. Связано это с тем, что мне нужно, чтобы как-то вы из своего сознания выбили ту информацию, что название руны имеет какой-то важный смысл. Смысл названия руны только для передачи информации. Если я вам сейчас говорю, что мы будем говорить о шестой руне, шестая это тоже название. И вы все прекрасно понимаете, о какой руне мы будем говорить. Если я вам сейчас скажу вторая руна, вы все хорошо поймете, о какой руне я вам хочу рассказать. В предыдущем ролике о пятой руне я говорил о том, что раскрою ее суть в последующих двух рунах. Но мы сейчас с вами вернемся к первой руне, и вы хорошо поймете, какую информацию я хочу вам донести. Первая руна дает зарождение чему-то новому. Новому, чего ранее не было. И это подчеркивает вот эта вертикальная линия, которая принадлежит времени, то, что есть. И это подтверждает тот факт, что что-то уже явилось, появилось, оно уже есть. Вторая большая диагональная линия уходит именно с центра времени того, что есть, проходя через время то, что происходит, и своей конечной точкой уходит во время то, что должно быть. Тем самым показывая и подтверждая тот факт, что во времени то, что должно быть, заложено начало. У будущего есть возможность образоваться. Я не буду удалять линии предыдущих рун, так как это создаст вам ту общую картину, которую я хочу передать вам сегодня. Во второй руне вертикальная линия остается неизменной. Мы уже с вами знаем, что эта линия будет на протяжении 5 рун. С верхней точки времени того, что есть, уходит короткая диагональная линия во время то, что происходит. И именно из этой точки во времени то, что происходит, образуется короткая вертикальная линия. Линия, которая дает возможность во времени то, что происходит, зародить процессы, которые поспособствуют тому, чтобы образовалось то, что было задумано первой руной. Обратите внимание, для образования второй руны в рунной системе нам понадобилась одна диагональная линия и одна короткая вертикальная линия, которая во времени то, что происходит. Длинная линия во времени то, что есть, уже была зарождена первой руной. Поэтому вторая руна продолжает этот процесс, который был начат первой руной. И когда запущены процессы для реализации задуманного,
Третья руна вот этими двумя диагональными линиями, которые сходятся в центральной точке всей рунной системы, подтверждает тот факт, что задуманное выбрано. И здесь снова вы можете обратить внимание, что для создания третьей руны нам понадобилось всего лишь две диагональные линии, так как первая вертикальная линия во времени то, что есть, уже существовала. Четвертая руна вот этой диагональной линией, которую мы продолжаем от линии, которая была у второй руны, тем самым создается большая диагональная линия из времени то, что есть, во время то, что должно быть, подтверждая тот факт, что во времени то, что должно быть, заложено начало на то, что сама суть задуманного первой руны проявится во времени то, что должно быть. И здесь снова нам понадобилась всего лишь одна диагональная линия, так как все предшествующее уже было создано. Пятая руна продолжает свое движение творения, задуманного первой руной, и снова первая вертикальная линия времени того, что есть, как и у всех предыдущих рун, остается неизменной. Продолжается процесс ранее задуманного. И здесь мы снова добавляем всего лишь одну диагональную линию, так как все предшествующее уже существует. И эта диагональная линия создает процесс движения и порыв к тому, что все, что ранее было создано, начало реализовываться. Вот именно по этой причине я и не мог договорить вам про пятую руну, о которой рассказывал вам ранее, так как для того, чтобы полностью передать суть этой руны, мне нужно обязательно затронуть следующую руну. Я расскажу вам еще одну важную деталь в образовании рун. Посмотрите на пятую руну. Мы привыкли в своем сегодняшнем образовании воспринимать эту руну как английскую R или как перевернутую букву Я. Но вы должны взглянуть на этот символ совсем по-другому. Дело в том, что в рунах линии имеют совсем другой смысл, чем в буквах, которые мы привыкли воспринимать с самого нашего детства. Пятая руна в своей символике имеет такой смысл. Существует время, то, что есть, заполненное время. Из него исходит диагональная линия из верхней его точки во внутреннюю часть времени того, что происходит. Эта же линия была и у второй руны. Но только вместе с этим событием в пятой руне двумя диагональными линиями создается процесс, который продолжит шестая руна. В этом заложен смысл преобразования рун. И то, что было начато пятой руной, будет продолжено шестой руной. И шестая руна продолжит ход этих диагоналей во время то, что должно быть. Тем самым продолжая процесс творения, задуманного первой руной. Как вы видите, о рунах можно разговаривать, не называя их названий. Но нельзя рассказать про руны, не показывая их символов и схему их образований. Мы очень многое уже о чем с вами обсудили. Мы дошли с вами уже до шестой руны, и поэтому я жду ваших вопросов. Именно ваши вопросы подскажут мне направление, в котором я должен двигаться для дальнейшего вашего обучения, которому предстоит пройти еще немалый путь. А у меня пока все. Вы были на канале Фортусита, где я рассказываю свой рассказ о рунах.